Здравствуйте! Сегодня начинаем серию роликов, которая посвящена одной из самых популярных программ для 3D-моделирования. Это программе SketchUp. Уникальность этой программы заключается в том, что ее могут использовать все, начиная от учащихся начальных классов и заканчивая профессиональными архитекторами. Каждая из этих категорий найдет для себя что-то нужное, интересное и полезное в своей профессиональной деятельности. Можно использовать разную версию программы, начиная от 8 и заканчивая последней 22. Ну, я бы рекомендовал начать с самых простых версий, с 8. Она примечательна тем, что становится на любой компьютер, требует минимальных ресурсов и свободно распространяется бесплатно. Внешний вид, инструменты, все одинаково вплоть до самой последней версии. Ну а теперь как работать с такой программой, из чего начинается. Если щелкнуть по значку, вот по такому значку SketchUp, то откроется вступительный экран. И единственное, что мы должны сделать, это выбрать шаблон. Как правило, шаблон выбирает архитектурный дизайн и единицы измерения миллиметры. И нажать кнопочку «Старт». После того, когда мы это сделаем, открывается непосредственно само окно. Само окно откроется с программы. И вы здесь будете видеть панелька, на которой минимум имеется инструментов, самый минимальный набор. Так, плюс вы увидите оси, и оси здесь будут синенькая, зеленая и красная. Это три взаимно перпендикулярные оси. И вам может быть показаться, что здесь, например, угол вовсе не прямой. На самом деле он прямой, если мы посмотрим. Просто здесь в данном открывается шаблон по умолчанию так, что мы видим все в перспективе. То есть, собственно говоря, мы видим так, как это видит глаз человека. Да, глаз человека. Те предметы, что дальше, нам кажутся меньше, те, которые ближе, нам кажутся, что больше. Это достаточно удобно для моделирования. Почему? Потому что мы сразу понимаем, как будет выглядеть наша модель при восприятии человеческим глазом. Если нам понадобится, мы в любой момент можем перейти, например, на какой-то вид аксонометрии, да, чтобы нам уже чертили мы и углы все, которые мы хотим видеть, они выдерживались так, как нам надо. Кроме того, здесь вы видите фигурку. Да, это, ну, можно сказать, шутка авторов программы. А с другой стороны, это важный такой элемент, по которому мы можем сориентироваться по размерам. Здесь у этой фигурки рост 170 сантиметров. То мы сразу можем прикинуть, какая наша будет модель, и не потерять ее, если она сильно маленькая. Ну, в любой момент, конечно, мы можем взять и удалить эту фигурку. Значит, сегодня мы рассмотрим не основные, это правда, инструменты, а самые необходимые инструменты, которыми будем часто пользоваться. Это инструменты для выбора, ластик для стирания и плюс инструменты рисования. То есть мы будем сегодня говорить о этой маленькой панельке. Значит, инструменты здесь представлены пиктограммками. Когда мы будем инструмент выбирать, то мы его нажимаем на пиктограммку. И дальше инструмент становится активным. Курсор преобразовался, вот видите, я нажал на стрелочку, он преобразовался в стрелочку. Если я нажму, например, на ластик, то он у меня преобразуется в ластик. Это мне подсказка в том, чтобы я видел, что я сейчас в данный момент делаю. Есть такие инструменты, как, например, карандаш. Да, вот следующий инструмент карандаш. И рядышком с инструментом имеется черный треугольничек. Это говорит о том, что здесь есть выпадающий список. И вот видите, здесь есть два варианта команды. Например, у следующей команды арка есть тоже выпадающий список. И в этом списке, видите, есть целых 4 варианта выполнения этой команды.
Ну и у команды здесь многоугольник, полигон. Здесь имеется тоже 4 варианта разных выбора команды. Значит, вот все эти команды мы с вами и рассмотрим. Начнем с первой команды «Выбрать». Эта команда недаром расположена здесь влево и самая в углу, поскольку нам приходится этой командой чаще всего пользоваться. Значит, она позволяет выбрать любой объект. Выбрать линию, выбрать поверхность или целиком тело. Выбор осуществляется двумя вариантами. Либо, вот как я сейчас выберу, щелкаю левой кнопочкой по фигурке, и она подсвечивается таким синеньким контуром. Это означает, что она выбрана. Это вариант, например, первый. Можно выбрать и рамкой. Можно выбрать так. Я щелкаю здесь и веду вправо. И вот видите, то же самое она выбралась. При этом обратите внимание, что если я веду слева направо, то выбирается все, что тут есть, то есть что я полностью захватил. Можно выбрать и по-другому, например, с другой стороны, справа налево. Тогда выберутся еще то, что внутри захватил, и плюс те ребра, которые я пересек. Ну, здесь таких нет, поэтому этого не видно. Мы будем дальше пользоваться, надо помнить об этом тоже. Все, что касается команды выбора. Теперь давайте посмотрим команду резинка, да, ластик. Значит, этой командой можно что? Удалить любой объект, который мы создали. Ну, я удалять не буду. Почему? Потому что если я щелкну здесь, то фигурка пропадет. Собственно говоря, этот инструмент выполняет функции какие? Функции обычного ластика или команды delete. Когда мы выбираем и нажимаем delete, то объект удаляется. И то же самое делает вот эта резинка. Дальше, команды рисования. Значит, как создаются линии, ну и другие геометрические фигуры. Ну, начнем с карандаша. Сначала линия, line. Значит, опять же, видите, я нажал на команду, и курсор у меня преобразовался в карандаш. Значит, чтобы нарисовать линию, я должен щелкнуть в том месте, откуда я хочу эту линию рисовать. И веду далее, куда мне нужно. Ну, пока мы сегодня говорим без учета размеров, а в дальнейшем будем строить и с учетом размеров, то вы видите, вот в правом нижнем углу у нас есть возможность что сделать? Ввести размер. Да? Кроме того, начало, видите, прицепилось, а конец этой линии, он у нас, зависит от того, где мы там захотим щелкнуть. Да, щелкнули. Теперь команда продолжает действовать. И смотрите, я веду, вот я больше щелкнул и дальше ничего не делаю. Веду. И подсказка у меня, что красная ось. Да, то есть это говорит о том, что если у меня линия стала не черная, а красная, это говорит о том, что она параллельно оси черной. Да, черной. Это очень удобно. Да. Я щелкаю дальше, веду. Например, вот видите, я могу вот так стать, она параллельно синей. Но тогда у меня будет рисунок не в одной плоскости. Так, например, проведу. И закончу. И теперь обратите внимание, что если я нарисовал замкнутый контур, то у меня что? Этот контур покрасился такой серенький цвет. О чем это говорит? О том, что получилась у меня поверхность. Вот видите, я нарисовал поверхность, которая лежит в плоскости красная синяя ось. Да? Ну а теперь я сотру. Про поверхности и далее, что мы с ними будем делать, то мы потом еще подробно об этом поговорим. Пока мы сегодня говорим о том, как пользоваться инструментами рисования. Ну или смотрите, я, например, могу нарисовать в другой плоскости. Вот здесь, как вот сейчас. Я нарисовал поверхность, которая лежит у меня в плоскости, образованной зеленой и красной осью. Так, есть. Дальше, кроме того, вот смотрите, я теперь сотру, да, щелкну по линиям и стер.
Кроме того, здесь есть возможность рисовать линию фриханд. Но это что? Линия от руки. Щелкаю начало, где оно, держу левую кнопку мыши и вот ее рисую. Ну, это тоже может иногда потребоваться, хотя и не так часто, да, хотя не так часто. Но инструмент такой есть. Видите, я стер кусочки. Дальше, если нам понадобится рисовать, например, арку, то здесь есть варианта, здесь аж целых 4. Значит, можно рисовать арку так. Значит, мы указываем начало, указываем конец и рисуем арку. Видите, на нужный угол, который нам необходим. Вариант другой, по 2 точкам. Значит, я указываю начало, указываю конец, указываю направление. И вообще я туда могу ввести что? Размер, радиус. Нарисовал. Дальше, вариант 3. По 3 точкам. Рисую 1 точку, 2 точку, 3 точку. То же самое арку нарисовал. И вариант 4. Это будет у меня сектор называться. Появляется транспортер, указываю начало, рисую сектор. И видите, сразу получается у нас готовый сектор. Я бы мог этот сектор получить и по-другому. Например, взять линию. И вот здесь я соединю кончики арки. И видите, тоже получается такое же самое. Да? То есть, тоже арку или любой другой элемент можно сделать по-разному. Можно сделать по-разному, варианты есть разные, и можно и нужно выбирать что? То, что в данный момент наиболее удобно. Так, дальше сотрем то, что мы настроили. И посмотрим следующий инструмент. Это прямоугольник. Значит, рисуется он так. Щелкаю начало, противоположный конец по диагонали, и получился готовый прямоугольник. Есть вариант повернутый прямоугольник. Я его могу повернуть на угол. То есть в относительно, например, этой оси он будет там повернут, да, куда мне необходимо. Да, раз. И могу дальше его поворачивать. Так, следующий вариант. Что там еще есть? Еще есть инструмент, который называется так. Окружность. Рисуется так. Указываем центр, показываем радиус, и получается готовая окружность. Еще один инструмент — это полигон. Полигон это что у нас? Это получается многоугольник, вписанный в окружность. Вот видите, здесь, когда я веду пунктирчиком, таким точечками, показывается окружность, в которую этот многоугольник вписан. И поэтому я могу что сделать? Указать здесь радиус вписанной окружности. Да? Вот могу радиус вписанной окружности, и вот он у меня получился. Значит, ну, кроме того, вот смотрите, когда я нажал кнопочку полигон, то сначала у меня в правом нижнем углу появилась циферка 6. Это значит, у него 6 углов. Ну, я поставлю, например, у него пусть будет 9, да? Нажимаю Enter и щелкаю где центр и веду дальше. И у меня получился, сколько там было у нас, 9 углов, такой 9-угольник. Или, посмотрите, я же этой же командой напишу 4, Enter, щелкаю, у меня получился 4-угольник, который вписан в заданную мне нужную окружность. Вот, в принципе, и все. Значит, давайте быстренько вспомним, что мы тут усвоили. Значит, мы должны себе запомнить, что у нас есть оси 3 взаимно перпендикулярные, одна красная, зеленая и синяя, что рисовать мы можем в разных плоскостях, что есть инструмент, который называется выбор, который мы можем выбирать, и плюс инструменты для рисования. Это линия, это арка, и это у нас окружность, полигон и прямоугольник.
И вот этими инструментами мы должны научиться пользоваться, и пользоваться так, чтобы не задумываясь, чтобы это шло абсолютно автоматически. Ну, мы будем постоянно для того, чтобы строить, пользоваться этими инструментами. Как вы понимаете, все архитектурные модели, они состоят из чего? Из плоскостей, элементов, которые в свою очередь состоят вот из таких простых геометрических фигур, которые создаются с помощью перечисленных инструментов. На этом все. Следите за обновлением.